Привет, дорогие друзья! Рад снова видеть вас всех на своем канале. И сегодня мы с вами обсудим важную тему. Вы часто задаете мне вопросы, почему же питание занимает такую важную роль в моей жизни. Я часто об этом говорю, делаю акценты, и вы спрашиваете, какой же мой рацион, что я ем, что не ем и почему. И стоит ли придерживаться определенного типа питания, или это не так важно. Поэтому сегодня постараюсь ответить на все ваши вопросы. А если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите лайк. Так алгоритмы YouTube продвигают видео, его сможет увидеть больше аудитории. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски. Поехали! Друзья мои, действительно, питание играет далеко не последнюю роль в продолжительности и качестве жизни. От того, как мы будем есть, зависит, насколько долго мы проживем и в каком статусе, сохраним ли мы свое здоровье. Безусловно, важна и генетика, и экология, и активность. Но все-таки питание играет ведущую роль, потому что на сегодняшний день доказано, что на 95% генов мы можем влиять путем модификации образа жизни, то есть путем изменения нашего образа жизни и питания. Поэтому мы с вами должны понимать, что на генетический аспект мы можем влиять путем изменения образа жизни. Соответственно, если это не врожденные патологии генетические, например, мы знаем, что у нас есть высокий риск ранней гипертонии, сахарного диабета, например, риск онкологии, если родители, бабушки, дедушки страдали теми же заболеваниями, и у нас, соответственно, повышенный риск. Тогда мы должны понимать, какие меры предпринимать во избежание развития в молодом возрасте тех или иных заболеваний. И, соответственно, в основе всего лежит питание. И вот этим питанием и образом жизни мы можем влиять на генетические риски. Второй момент. Активность, конечно же, важна. С ростом гиподинамии, то есть малоподвижного образа жизни, у нас увеличивается риск развития тех же сердечно-сосудистых, эндокринных патологий, онкологии и вредные привычки. Это, конечно же, курение, алкоголь, это употребление наркотических веществ и многие другие привычки, которые существуют на сегодняшний день, их можно перечислять бесконечно. Соответственно, из всего вышесказанного мы должны понимать, что питание играет ведущую роль в качестве нашей жизни, ее продолжительности, профилактике заболеваний в целом. И вот приведу несколько цифр. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года население с ожирением во всем мире утроилось. И в 2016 году практически 2 миллиарда человек, взрослых от 18 лет и старше, страдали избыточным весом, а 650 миллионов ожирением. Большая часть населения живет в странах, где от избыточной массы тела и ожирения умирают больше, нежели чем от недоедания. И вот, например, в 2020 году почти 40 миллионов детей в возрасте до 5 лет имели избыточную массу тела и ожирение. То есть даже дети в раннем возрасте страдают ожирением, что приводит к ранним эпизодам гипертонии, сахарному диабету, онкологии, травмам опорно-двигательного аппарата и многими другими неприятными, конечно же, патологическими процессами. Соответственно, как можно раньше нужно задуматься о своем рационе, о качестве питания и образе жизни в целом, что сделал и я. Начну историю с самого начала. До того, как я поступил в ординатуру по терапии, я закончил базу в университете 6 лет, и педиатрический факультет это был. То есть изначально я планировал работать с детьми, быть педиатром, но
жизнь немного поменялась, и мои приоритеты поменялись. Соответственно, я решил поступить в ординатуру по терапии и дальше ушел вообще в гериатрию. То есть это та же педиатрия, только наоборот. Мы работаем с людьми пожилого и старческого возраста преимущественно. И когда я поступил в ординатуру, мои взгляды на многие вещи поменялись. Почему? Потому что в педиатрии мы не видели особо тех патологий, которые увидели во взрослом возрасте. Что это было? Ну, первая моя практика, я вспоминаю, это было, он назывался Республиканский сосудистый центр. То есть там лежали кардиологические пациенты. Я увидел ранние инфаркты. То есть первый инфаркт в анамнезе имел парень, 23 года ему было, на фоне атеросклероза, то есть бляшка на стенке сосудов, которые перекрывали этот сосуд коронарный, сосуд артерии сердца. И нарушался кровоток, из-за чего страдало питание миокарда и формировалось повреждение миокарда. Я увидел очень много пациентов с сахарным диабетом, с ожирением, избыточной массой тела, с циррозами, очень много неалкогольной жировой болезни печени. И я понял в тот момент, что большинство заболеваний, с которыми сталкивается взрослый человек, это заболевания, связанные с образом жизни и питанием. То есть они заработали себе эти заболевания в процессе жизнедеятельности, а именно, как говорится, ложкой и вилкой роем мы могилу себе. Да? Вот точно так же эти пациенты заработали заболевания из-за неправильного питания и образа жизни. И вот тогда я задумался и решил для себя, что я так не хочу. Я не хочу оказаться в этом статусе. Поэтому моя задача как можно раньше начать профилактические мероприятия в виде изменения своего питания и образа жизни. Это стало основной моей целью – поменять свой рацион. Я изменил свои пищевые привычки и образ жизни, соответственно. Хоть я до этого и не пил, не курил, там, не было у меня каких-то привычек, несовместимых со здоровым образом жизни, но тем не менее основная, наверное, вредная привычка – это было питание нерациональное. Поэтому основной мотивацией для изменения пищевого поведения, для изменения питания послужило желание прожить как можно дольше, потому что для меня жизнь интересна, мне хочется все успеть, чего-то добиться, у меня много планов, много проектов, поэтому я решил, что не хочу умирать рано, даже там 70, 80 и 90 лет для меня мало. Человек может дожить на сегодняшний день до 120 лет, при этом сохранив относительно хороший функциональный статус, то есть качество жизни будет приемлемо для того, чтобы комфортно жить. Потому что у многих представление о старости сегодня это трость, дрожащие руки, это немощность, это памперсы, это неспособность вообще в целом к самообслуживанию и никому не нужный человек. Но на самом деле это не так. Это наши стереотипы. Можно жить сегодня качественно и в 90, и в 100, и в 110 лет. Конечно, зависит все от социального благополучия, от материальных возможностей, от государственной политики. Много зависит, но тем не менее каждый из нас может сделать все, чтобы прожить долгую, качественную, интересную, счастливую жизнь. Поэтому я решил поменять свое питание, чтобы не загнать себя в тот статус, который имеют многие пациенты, обращаясь к врачам. То есть практически неизлечимые заболевания, которые приводят их к инвалидности. Я на тот момент еще не знал все-таки, как правильно это сделать. И путем проб и ошибок в течение уже сколько прошло? 20, 21, 22, 23. Уже 5-й год, как я стал на этот путь изменения своего питания. И путем проб и ошибок я пришел к тому состоянию, которое имею на сегодняшний день. Минус практически 30 килограмм.
идеальный липидный профиль, витамины, минералы, гормоны и многие другие показатели у меня в пределах нормы, потому что я все контролирую строго. Ну, первые 2 года я контролировал часто, практически каждые 3 месяца. На сегодняшний день раз в полгода, раз в год я какие-то анализы сдаю, чтобы понять состояние своего организма и, если что, среагировать на какие-то звоночки. А начинал я с того, что максимально постарался ограничить насыщенные и трансжиры, потому что я понял в процессе изучения, что мы имеем проблемы со здоровьем, избыточную массу тела и ожирение из-за высокого потребления жиров, в частности животных жиров и насыщенных трансжиров. Если посмотреть на наш стол, то в большинстве семей он состоит как раз-таки из животных продуктов, животных жиров и в меньшинстве из растительной пищи. А физиологически наш стол должен состоять преимущественно из растительной пищи, а животные жиры должны составлять примерно где-то 20%, животные продукты. Из них насыщенные жиры не должны превышать 7-8%. Трансжиры вообще должны отсутствовать, но по современным рекомендациям им во многих европейских странах приняты соответствующие законы, запрещающие содержание трансжиров более 1-2% в том или ином продукте. И наша с вами основная задача – контролировать потребление именно вот насыщенных и трансжиров. Даже возьмем ту же самую конфету. Многие говорят, что вот там страшен сахар, и вот многие боятся из-за сахара их есть. Но на самом деле в чем опасность этой конфеты? В том, что она содержит колоссальное количество насыщенных жиров, трансжиров. То есть там модифицированные масла и сахар. Как только мы жир смешиваем с сахаром, наши рецепторы получают колоссальное удовольствие. Так вот, в этой конфете смешали плохой жир и плохой сахар. И в итоге вы получили удовольствие, но ваш организм от этого удовольствия только страдает. Наша задача заменить на ненасыщенные жиры, например, орехи и сахар. Это фрукты, сухофрукты, например, финик, банан, курага, что еще можно, чернослив взять. И вот взять сахар природный и ненасыщенные жиры в виде орехов. Можно их там в виде урбечей каких-то, паст, еще чего-то. Главное, без сахара, без соли, без масла, чтобы это было. И смешать, и получите такое же удовольствие, ту же конфету, только из нормальных продуктов, которые принесут только пользу, а не вред нашему организму. Так, ребятки, наконец-то я смогу поесть сладкого и заставить свои мозги работать. Работы очень много, не могу сосредоточиться, потому что мозг просто отказывается работать. Я сходил на рынок, купил орешки, все помыл, финики тоже сушатся. И, как я уже говорил, десерт – это жир и сахар. Но наша задача взять не трансжиры и насыщенные, а здоровые, полезные жиры и природный сахар. Финик – это сахар. Я его почистил от косточки. И беру орешки. Например, грецкий. Беру миндаль и фундук. Кстати, фундук молдавский, мне сказали, маленький. Все это вот так смешиваю. Бомба! Всем советую. По цене не дороже конфеты выходит в совокупности. Это основное, с чего я начинал. То есть я изменил подход к потреблению жиров и углеводов. Я максимально ограничил потребление насыщенных жиров, то есть масло, все, что жидкое, это хорошее масло, все, что твердое, это плохое масло, если так говорить максимально примитивно, потому что ненасыщенные жиры, они не затвердевают, а насыщенные жиры, их нужно резать ножом. Поэтому растительное масло, которое болтается у нас в бутылке, это хорошее масло, полезное. Все, что мы режем ножом, это масло, содержащее большое количество насыщенных жиров. Поэтому возьмите себе на заметку это. И если вы масло будете употреблять,
то старайтесь брать нерафинированное масло и не нагревайте его, то есть добавляйте в теплый либо холодный продукт. Это что касается жиров. И маргарины, вот эти вот модифицированные масла, которые содержатся во многих продуктах, вы читайте, смотрите и убирайте эти продукты. Меняйте на полезные, на натуральные, на природные. Второй момент – это углеводы. Углеводы сложные, которые мы часто потребляем в виде, например, каких-то круп. Но крупы тоже неправильны в большинстве своем. Я заменил рафинированные крупы на нерафинированные. Что такое нерафинированные крупы? Это крупы, которые не подвергались выраженной обработке фабричной, механической, химической, термической. Например, рис, нешлифованный рис. Вот я сейчас нахожусь в Узбекистане, я покупаю рис, который называется дивзира. Это рис, который слабо шлифованный, он красный. То есть сохраняется оболочка, либо бурый рис. Сохраняется оболочка, которая содержит витамины группы В, клетчатку. То есть вот именно в оболочке же содержится больше всего полезных веществ. Как только эту оболочку убирают, и рис становится белый, оголенный, это углеводистый продукт, который не несет практически ценности в виде витаминов, микроэлементов, клетчатки. То есть этот продукт лишен этого всего. А в оболочке, то есть продукт, который сохраняет оболочку, он богат как раз-таки теми веществами, которые необходимы нашему организму для полноценной жизнедеятельности. Например, та же гречка. Вместо бурой я покупаю зеленую, а вот эта вот коричневая или бурая, как ее называют по-разному, она пропарена, то есть она подвергается термической обработке, она тоже хороша. Я не говорю, что это плохо, но тем не менее я предпочитаю натуральный продукт, то есть зеленый, который не подвергалась никакому воздействию, практически не подвергалась никакому воздействию в условиях фабрики, в фабричных условиях. И, соответственно, она более слизистая, то есть она выволакивает желудок, она содержит много клетчатки, это колоссальная польза. Те же бобы, стараюсь не дробленые, не расплющенные, там, не в виде хлопьев, а цельное зерно, цельный боб. Точно так же, например, овес. Я не покупаю хлопья овсяные, то есть не продукт, который подвергся какому-то воздействию, опять же, в фабричных условиях, я откладываю, а беру, предпочитаю цельное зерно. То есть есть овес, который в виде цельного зерна продается, но сама верхняя оболочка снята, чтобы можно было есть и не травмироваться. И варю, употребляю в пищу. Например, с оливковым маслом, либо любым другим нерафинированным. Очень вкусно и полезно. Это вот второй момент, который я поменял в своем рационе. Друзья, у меня есть предложение для вас. Я иду в супермаркет и предлагаю выбрать вместе со мной полезные крупы. Я вам как раз покажу, какие крупы я использую. Как я уже говорил, крупы стоит покупать нерафинированные, с минимальной обработкой. Из риса лучше выбирать бурый рис, который, опять же, видите, с оболочкой, где микроэлементы, витамины все сохранены. От белого риса толку никакого. Это чисто углеводистый продукт. Гречку лучше брать зеленую, но, к сожалению, я ее здесь не вижу. Я вижу только вот коричневую пропаренную гречку. Лучше все-таки зеленую брать. Так, овес. Овес тоже не хлопья, а цельное зерно покупаем, потому что здесь много клетчатки. И опять же, по той же причине все витамишки, микроэлементы сохранены. Еще часто беру нут, но, правда, было 2 упаковочки, уже забрали. Можно фасоль, но очень осторожно для тех, у кого есть риск подагры, либо уже болен подагрой. Так, чечевица зеленая. Тоже осторожно, много пуриновых оснований, но высокобелковый продукт. О, я нашел зеленую гречку, но очень дорого. 50 лей за такую упаковку, это очень дорого.
но это лучший вариант из того, что можно употреблять в плане гречки. Конечно же, я внедрил большое количество зелени. И тем более сейчас в современном мире проблем с продуктами особо нет. И можно купить зелень даже зимой. Вот сейчас на улице снег лежит, холодно, до минус 24 в этом году было этой зимой. Но тем не менее можно в супермаркетах найти зелень. Только, пожалуйста, не нужно говорить, что там куча химикатов. Друзья, вот в этом плане, в плане химикатов, давайте будем все-таки более здравомыслящими. Из двух зол мы должны выбрать лучшее. И питаться безобразно в виде потребления непонятных продуктов, либо перейти на зелень, пусть и она там чем-то обработана и содержит какие-то удобрения, это не страшно в нормальных количествах, это абсолютно не страшно, несмотря на то, что там какие-то у нас приняты на постсоветском пространстве, особенно страшилки на наши головы скидывают, и мы потом это все перерабатываем, и в панике непонятно, как реагируем на это все. То есть, да, там что-то содержится, но тем не менее пользы гораздо больше от этих продуктов, нежели чем вреда. Поэтому зелень, овощи, специи я добавил. Я шел за орешками, их не нашел, но купил фрукты и зелень. Сейчас вам покажу. Так, купил шпинат, 2 пучка, красивейший. Так, укроп. Ну, никто не заморачивается листики обрывать. В общем, вот такие палочки с листиками. Салат взял на развес. Такой. Тоже красивый. Взял редис. Пучок. И петрушку. Ну, тоже она какая-то огромная. Так. Яблоки. Это вкус детства называется. Опт, лей килограммом. Я помню, дома у бабушки такие росли. Голубику взял, лукошко. И ежевику. Я, честно, стащил уже одну ягодку. Она божественная. Я не знаю, то ли здесь сорта такие, потому что очень все сладкое. И голубика, и ежевика. У нас она с кислинкой. Ну, прям такая терпкая и кисловатая. Это прям сахарная. Все очень вкусно. Так, я пойду готовить обед и пробовать все ягодки, всю зелень. А вам хорошего выходного дня. И спасибо, что активно участвуете в моей жизни. Но опять же, мы должны понимать, что чем больше специй, чем больше мы будем улучшать вкусовые качества продуктов, тем больше нам будет хотеться есть их. Поэтому специи умеренно добавляем. В плане соли. Что хочу сказать в плане соли. Я поначалу солил, потом полностью отказался от соли. И я заметил, как за год, два, три у меня поменялись полностью мои вкусовые предпочтения, мои вкусовые рецепторы почувствовали природный вкус продуктов. Ведь мы сейчас добавляем колоссальное количество всяких специй, солей, усилителей вкуса синтетических. И наши рецепторы уже не чувствуют природных вкусов продуктов. И вот благодаря тому, что я все это убрал, сейчас для меня тот же рис, та же гречка, те же фрукты и овощи, рыба, вот, кстати, о рыбе позже скажу, они заиграли совершенно другими вкусовыми красками. Я понял, что до этого я не чувствовал вкуса продуктов. Сейчас я иногда добавляю соль, я не скрываю это, иногда под настроение, если честно. Когда мне хочется, ну, добавлю немного. Когда нет, если я беру какой-то рис, сыр, тот же тофу, либо молочный рис, сыр, не рис, тогда, соответственно, я соли вообще нигде не добавляю и никакими специями не пользуюсь, потому что в сыре есть соль добавленная. Мы должны обращать внимание на скрытую соль в продуктах.
те же консервы, те же готовые какие-то сыры, там салаты, еще что-то, туда уже добавляют соль. И вот эта вот скрытая соль опасна, потому что мы потребляем большую часть соли и сахара, скрытых вот в этих продуктах. 4 кусочка хлеба содержат практически суточную норму соли. Мы должны это помнить и учитывать при приготовлении пищи. Поэтому солью я полностью не расстаюсь, но иногда добавляю ее, хотя это очень редко бывает, потому что скрытой соли достаточно. Рыба. Вот, кстати, да, я полностью отказался от мяса. Я не призываю никого к этому, и действительно нам животный белок нужен, животный жир нужен. Но так получилось, что я полностью отказался от мяса, и мои вкусовые и пищевые предпочтения поменялись настолько, что мне мясо сейчас вообще не хочется. Ни по запаху его, ни по вкусу, я уже забыл, какой оно на вкус. Ну, так получилось. Я не призываю ни в коем случае, мы должны есть животный белок и получать иногда животные жиры, но в умеренных количествах, как ели наши предки. В среднем 2-3 раза в неделю, и то не жирные сорта мяса, и желательно не жареные, а отварные, либо там каким-либо другим способом приготовленные. Ну, желательно не жарить там в масле и еще сверху добавлять какие-то непонятные вещи. Я перешел на рыбу, и в моем рационе рыба и морепродукты. Соответственно, я 2, 3, 4, иногда и каждый день ем рыбу. И рыба это морская, желательно, но не всегда получается. Рыба холодных морей, богатая ненасыщенными жирными кислотами. Но я понимаю, что с рыбой сложнее, потому что не все живут около моря, не у всех есть возможность купить. Рыба чуть дороже, чем мясо, но тем не менее. Также я ем яйца, но белки использую, без желтков, потому что в желтках содержится практически суточная норма холестерина. И дополнительно алиментарным путем поступления холестерина оно не есть хорошо, потому что у меня высокий риск наследственный по сердечно-сосудистым заболеваниям, а именно нарушением липидного обмена. То есть и у родителей, и у бабушек, и у дедушек высокий уровень общего холестерина, триглицеридов, липидов низкой плотности. Еще в раннем возрасте, по отцовской линии вообще бабушка умерла в 50 с лишним лет, по-моему, 56 ей было, на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. Точно так же и по материнской линии. Поэтому я строго контролирую поступление алиментарным путем холестерина, вообще потреблением животных жиров. И, соответственно, строго слежу за липидным профилем. Поэтому у меня с этими продуктами особое отношение. Что еще я изменил? Допустим, потребление молочных продуктов. Молочные продукты я тоже не часто ем, но употребляю, например, творог, но обезжиренный. Мне нужен белок, а не жир. Поэтому жир там мне абсолютно ни к чему. Я покупаю обезжиренный творог, хотя я представляю, сейчас будет много комментариев на этот счет, что он бесполезный продукт и там куча химии. Это все полнейший миф, развод и страшилки, на которых делают бешеные рейтинги, различные каналы и все прочее, что вот обезжиренные продукты это пустышка и так далее. Но я не буду сильно спорить, каждый делает свой выбор, и это нужно выбор этот уважать, исключительно каждый человек решает, что ему есть, и здоровье каждого человека в его руках. Поэтому я употребляю нежирные продукты, иногда мне хочется чего-то, например, кисломолочного в виде там, кефира какого-то или ряженки. Я покупаю максимум там 1%, либо 0,5%. То есть он считается как обезжиренный. Что еще я изменил? Надо сейчас вспомнить, потому что изменений было очень много. Но, естественно, я отказался от пирожных, от тортов, от конфет. Но я делаю это самостоятельно. Я готовлю те же самые конфеты, вкусные, бесподобные, от которых оторваться невозможно, но которые приносят только пользу и никакого вреда для организма.
Макаронные изделия я тоже употребляю, потому что там содержатся витамины группы В, та же клетчатка. И, например, макароны, когда я выбираю макаронные изделия, то обязательно смотрю, чтобы это была твердая пшеница. И по самым лучшим ГОСТам это, конечно же, итальянские изделия. Но их тоже достаточно сложно найти в зависимости от страны пребывания. То есть полностью от макарон я не отказался. Часто я ем ферментированные продукты в виде квашеной капусты, сыра, тофу, мисо-пасту заказывал. Это очень полезные продукты, которые содержат необходимые нашему организму для нормализации микрофлоры бактерии. И во все времена продукты ферментированные пользовались особым спросом, в том числе как и лечебный продукт, то есть диетическое питание специальное. Друзья мои, я по ходу могу забывать некоторые моменты, упускать. Вы задавайте вопросы в комментариях, потому что информации очень много, и я лучше буду последовательно отвечать на ваши вопросы и записывать такие небольшие видео, короткие. В целом, что хочу сказать, я действительно кардинально поменял свое питание, но при этом мой рацион не стал скудным, вопреки мнениям многих, что же ты ешь, когда ты там то не ешь, это не ешь. Но на самом деле у меня очень богатый рацион, очень вкусно все. Главное приготовить и задаться целью прожить как можно дольше и сохранить качество. И у меня, кстати, мои друзья, многие перешли тоже на правильное питание, глядя на меня, то, что я пришел в нормальную форму, минус 30 килограмм, я занимаюсь спортом сейчас, и у меня есть силы, я работаю на 2 работах, занимаюсь спортом, сейчас еще планирую на большой теннис пойти, энергию предостаточно, несмотря на питание, форму я свою держу, анализы в норме, у меня ушло вздутие, ушли проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде ГЭРБ, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, забыл, что это такое, там, изжога, тяжесть и прочее. Стул нормализовался, это очень важно, действительно, это очень тонкая, болезненная для многих тема, но никаких запоров, ничего нет абсолютно, на нормальном питании все нормализуется. Это очень приятно. Качество кожи совершенно другое стало, то есть никаких высыпаний там страшных, жирность кожи ушла, то есть у меня сейчас более-менее нормальная кожа, нет гиперпродукции кожного сала. И в целом я доволен результатами, качество жизни совершенно иное стало, легкость, активность, максимально стараюсь быть позитивным и выносливость. То есть вот здоровое питание, оно помогает еще психологически стать более сильным, более выносливым и более устойчивым к неблагоприятному воздействию внешних факторов, стрессовых каких-то ситуаций. То есть, когда ты следишь за дисциплиной в питании, в своем образе жизни, в своем поведении, то ты становишься сильнее и по жизни, и многие стрессовые факторы на тебя практически не влияют, и ты их переносишь гораздо лучше, нежели люди, которые, допустим, там, не следят за своим питанием, не следят за образом жизни, ведь все-таки человек – это существо достаточно слабое по своей природе, и мы очень падки на какие-то вещи в виде материальных ценностей, в виде еды. То есть у нас еда – это культ. То есть культ еды, который мы обожествляем, там, поклоняемся. Для многих еда – это даже чуть ли не смысл жизни, это плохо. И это признак слабости, мы должны меняться. И вот изменение рациона, изменение образа жизни, оно позволяет делать тебя сильнее и выносливее в этой жизни. И укрепляет характер, конечно же. Поэтому, дорогие друзья, если какие-то есть вопросы, задавайте обязательно в комментариях. Я так постарался максимально кратко и доступно рассказать об основах своего питания, о своих взглядах, каких-то изменениях. Понимаю, что не все удалось охватить, и чтобы сильно не растягивать видео на долгий период, поэтому задавайте вопросы, с радостью, с удовольствием отвечу. И смотрите короткие видео в YouTube, я там периодически выкладываю какие-то рецепты. И в ленте листайте, там у меня есть
несколько рецептов здорового питания, там завтраки, какие-то десерты. Желаю вам крепкого здоровья, занимайтесь собой, помните, что наше здоровье только в наших руках. Как мы поставим себе цель и будем к ней идти, такого результата мы и достигнем. Поэтому ведите здоровый образ жизни, меняйте свое питание, поверьте, это поменяет ваше видение мира, отношение к жизни. В здоровом теле здоровый дух. Уйдет и депрессия, уйдет агрессия какая-то, уйдет слабость, сонливость, нежелание что-то делать. Ведь здоровое питание творит чудеса. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезно. Не забывайте поставить лайк, подписаться и до скорых встреч. Будьте здоровы!